132 миллиона долларов. Именно столько заработали Calm и Headspace вместе за один год. При том, что число скачиваний упало почти вдвое. Меньше пользователей, больше денег. Как? Они научились лучше зарабатывать на тех, кто остался. И лучше всего зарабатывать на тревоге. Вот как это устроено. Приложения для медитации, Calm, Headspace и другие, продают там очень понятное обещание. Меньше тревоги, лучше сон, больше концентрации. И здесь важно сказать честно, медитация действительно работает. Это не фокус, не эзотерика, не просто красивый экран с дождем и спокойным голосом. Регулярная практика может снижать стресс, помогать вниманию и возвращать ощущение контроля. Но между фразой «медитация работает» и фразой «это приложение делает тебя спокойнее» есть важное расстояние. И именно в этом расстоянии начинается бизнес-модель. Приложение можно скачать бесплатно. Первые медитации доступны. Интерфейс приятный, голос мягкий, музыка спокойная. Но полный контент уже за подпиской. Больше курсов, больше программ, больше сессий для сна, больше функций для тревоги, больше персональных рекомендаций. Это стандартная фримиум-модель. Сначала тебе дают вход, потом показывают, что настоящее облегчение чуть глубже. И вот главный вопрос. Кто чаще платит? Человек, который просто хочет иногда снять стресс? Или человек, которому тревожно прямо сейчас, и он хочет облегчения немедленно? Ответ понятен. Тревога создает срочность. Когда тебе просто интересно, ты можешь подумать. Когда тебе тревожно, ты хочешь решения сейчас. И алгоритм это знает. Когда ты открываешь приложение вечером, после тяжелого дня, когда голова перегружена, когда тело устало, когда хочется хоть немного тишины, ты гораздо восприимчивее к предложению подписки. Потому что в этот момент приложение продает не контент, оно продает ощущение «мне сейчас станет легче». Именно поэтому уведомления часто приходят тогда, когда ты наиболее уязвим. Вечером, перед сном, в момент усталости, в момент эмоционального провала. Мы уже разбирали это в ролике про рекламу. Вечером человек чаще принимает решения не из силы, а из истощения. И вот еще один важный сигнал. Headspace уже расширяется не просто как приложение для медитации. Он добавляет искусственного коуча, функции психического здоровья, персональные рекомендации. Направление очевидно. Это больше не просто таймер для дыхания. Между тобой и твоим состоянием. И отсюда первый неприятный вывод. Чем больше ты тревожишься, тем ценнее ты как клиент. Стоп. Здесь очень легко уйти в неправильную сторону. Это не ролик о том, что медитация – обман. Нет, медитация работает. Практика дыхания работает. Внимание к телу работает. Умение останавливаться работает. Но проблема не в медитации. Проблема в том, что приложение, которое помогает тебе медитировать, и приложение, которое оптимизировано под твое спокойствие, это могут быть разные вещи. Потому что спокойный пользователь – плохой клиент для платформы. Если человек научился сидеть 5 минут в тишине без подсказок, если он научился дышать без интерфейса, если он больше не нуждается в ежедневных напоминаниях, он может отменить подписку. А тревожный пользователь возвращается снова, и снова, и снова. Он ищет новую медитацию, новый курс, новый голос, новую программу сна, новую функцию, которая наконец-то поможет. И вот здесь появляется парадокс. Цель медитации – внутреннее спокойствие. Цель приложения – регулярное возвращение пользователя. Это не одно и то же. Именно поэтому стрики так странно работают. С одной стороны, они мотивируют. Ты видишь цепочку дней, тебе приятно продолжать, ты чувствуешь прогресс. Но с другой стороны, если ты пропустил день, появляется напряжение. Цепочка оборвалась, прогресс испорчен. Ты как будто подвел себя. И теперь приложение, которое должно снижать тревогу, само создает маленькую тревогу, а потом предлагает снять ее внутри приложения. Уведомление говорит: ты не медитировал сегодня. И это уже не просто забота, это мягкое давление. Тебе напоминают не о практике, тебе напоминают о долге перед интерфейсом. И вот главный поворот этого ролика. Система продает лекарство от болезни, которую сама же слегка поддерживает. Не создает с нуля, а именно поддерживает. Тихо, мягко, почти незаметно, чтобы ты продолжал возвращаться. И теперь важное. Вывод не в том, что нужно срочно удалить Calm, Headspace или любое другое приложение. Приложение может быть полезным, особенно в начале, когда ты только учишься останавливаться, когда тебе нужен голос, когда тебе нужна структура, когда самому сложно начать. Но есть разница между инструментом и системой зависимости. Поэтому вот 3 вопроса. Не для паники, не для обвинения, а для проверки. Первый вопрос. Ты открываешь приложение, когда сам хочешь помедитировать, или когда приходит уведомление? Если чаще по уведомлению, значит практикой управляешь уже не только ты. Твой вход в спокойствие запускает внешний сигнал.
Второй вопрос. Стрик тебя мотивирует или создает тревогу, когда прерывается? Если прерванная цепочка вызывает больше напряжения, чем сама пропущенная медитация, стрик работает против тебя. Он больше не помогает практике, он защищает возвращаемость. Третий вопрос. Ты мог бы медитировать без приложения? Просто сесть, поставить таймер на 5 минут, закрыть глаза и несколько минут следить за дыханием. Без курса, без голоса, без статистики, без красивой анимации, без галочки в конце. Если ответ нет, возможно, ты зависишь уже не от практики, а от интерфейса, который ее продает. И это не повод себя ругать, это просто сигнал. Приложение может быть хорошим входом в медитацию, но проблема начинается тогда, когда вход становится постоянным домом. Потому что медитация – это не подписка, не серия достижений, не коллекция курсов, не идеальный график. Медитация – это навык, а навыки не требуют подписки. Итак, $132 миллиона на спокойствие. Точнее, на тревоге, которая к нему стремится. Медитация работает, бизнес-модель на тревоге тоже работает. И это не одно и то же. В следующем ролике геймификация фитнеса. Как платформы превращают тренировки в игру и когда это перестает быть твоим выбором. А сейчас вопрос. Ты медитируешь с приложением или без? Напиши в комментарии. И если этот ролик был полезен, подпишись на канал и поставь лайк. Так видео увидят те, кто каждый день открывает приложение для спокойствия, но ни разу не спрашивал, кому выгодна моя тревога.